Всем привет! Это канал Сергея Сергеенко и я его ведущая Диана. Это еженедельный дайджест криптоновостей. Сегодня мы обсудим скачки топовой криптовалюты, покушение на Трампа и его связь с крипторынком, изменения политики крипторегулирования в разных странах, мошеннические махинации с Hamster Combat и много чего еще. На прошлой неделе рынок был потрясен скачками топовой криптовалюты. Все помнят, как главный актив просел до $54 тысяч в связи с ожиданием массовой распродажи биткоинов после закрытия биржи Mt. Gox. Масло в огонь подлило и правительство Германии, которое решило устроить массовую распродажу конфискованных биткоинов. Они, кстати, на днях выпустили официальный пресс-релиз, где пояснили, что продавали биткоины для того, чтобы спасти монеты от возможного обесценивания. Это довольно комично, учитывая тот факт, что практически сразу после того, как на счету правительства Германии закончились биткоины, курс монеты полетел вверх и даже почти добрался до отметки в $66 тысяч. Что касается наделавшей шуму биржи, то на сегодняшний день более 13 тысяч клиентов Mt. Gox уже получили компенсации в биткоинах и биткоин кэш через криптобиржи. Об этом сообщил попечитель платформы Нобуяки Кобаяши. Причиной недавнего скачка курса биткоина послужило покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Вообще, с Трампом в последнее время связано очень много новостей сферы криптоиндустрии. Например, его команда собрала около $3 миллионов пожертвований в криптоактивах. В числе первых, кто поддержал кандидата в президенты, были братья Кэмерон и Тайлер Винклвоссе, основатели биржи Gemini. Также пожертвование в криптовалюте сделал соучредитель биржи Kraken Джесси Пауэлл. Кроме того, после покушения Трамп заручился личной поддержкой Илона Маска, который активно пишет об этом в X. Несмотря на покушение, Трамп выступит на биткоин-конференс в Нэшвилле, которая пройдет с 25 по 27 июля. Организаторы заявили, что усилят меры безопасности. Также Трамп решил хайпануть на нынешней популярности и выпустить четвертую NFT-коллекцию. По его словам, все предыдущие коллекции пользовались успехом и были распроданы за один день. Но и это еще не все. Трамп выбрал кандидатом вице-президента США сторонника криптовалют сенатора Джей Ди Венса. Чиновник получил этот статус благодаря положительным постам в социальных сетях и лоббированию законопроектов, связанных с поддержкой криптовалют. Кроме того, у него имеется значительное количество биткоинов, а инвестиции оцениваются от 100 до 250 тысяч долларов и хранятся на Coinbase. Теперь о других новостях. В сети ходят слухи, что Китай наконец снимет запрет на крипту в четвертом квартале этого года. Это может послужить хорошим стимулом для бычьего рынка в 2025 году. Что ж, надеемся и ждем. А в Южной Корее предложили отложить налогообложение криптовалют с января 2025 года по январь 2028 года. Правительство опасается резкой реакции местного криптосообщества и оттока специалистов и инвесторов из страны. В России также ожидаются скорые изменения в сфере крипторегулирования. Владимир Путин поднял этот вопрос на недавнем совещании. Госдума сейчас на пути принятия закона о запрете свободного обращения криптовалют. 12 июля была одобрена финальная версия проекта. Первое чтение назначено на 23 июля. Закон сулит много неприятных нововведений, а именно запрет на рекламу криптопродуктов, ограничения на продажу активов, лимиты на электроэнергию для майнеров, а также запрет на добычу крипты в энергодефицитных регионах. Также все майнеры будут обязаны отчитываться обо всех операциях – добыча, торговля перед Росфинмониторингом. Минфин и Российская ассоциация промышленного майнинга активно критикуют новый законопроект, выступая за смягчение условий для майнеров и отмену некоторых постановлений. Интересно, чем же все это закончится? А как вы думаете? Пишите в комментариях. Ну а теперь к новостям проектов. Tangem выпустили аппаратный криптокошелек в виде кольца всего за $160. Девайс подключается к смартфону посредством NFC. Для активации нужно коснуться кольца, используя мобильное приложение. Во время активации встроенный в кольцо чип генерирует закрытый ключ, который хранится на устройстве и еще на 2 картах Tangem в виде копий. Карты поставляются в комплекте. Web3, венчурная компания The Open Platform, вложила средства в Akeda Games для разработки игр в экосистеме блокчейна Ton на платформе Telegram. Эпоха тапалок в самом разгаре. Хотя, возможно, нас ждут более серьезные проекты, ведь команда Akeda Games стоит за разработкой таких классных игр, как PUBG Mobile, AFK Arena, Rise of Kingdom и других. А еще Ton Foundation вскоре запустит мост для биткоина. Продукт получил название Телепорт и позволит переводить биткоины в сеть Ton для работы в DeFi. Приятно видеть, как экосистема растет и развивается с каждым днем.
Тем временем мошенники нацелились на пользователей Hamster Combat. Злоумышленники крадут аккаунты российских пользователей Telegram под видом сервиса для вывода средств из игры. Они рассылают пользователям ссылки на фишинговый ресурс под видом вывода монет из Hamster Combat для перевода их в рубли. Жертвам предлагается авторизоваться в Telegram, после чего воруется учетная запись. Прошла эпоха. Долгая история фейктоши подошла к концу. Крейг Райт несколько лет безрезультативно пытался доказать, что он является создателем биткоин. Недавно он обновил юридическое заявление на своем веб-сайте, признав, что он не Сатоши Накамото. Упорству этого человека можно только позавидовать, ведь он боролся за это звание с 2018 года. И в завершение темы о скамах и мошенниках. Ричард Ким ранее был руководителем в компании Galaxy, принадлежавшей Майклу Новоградцу. Он захотел основать криптоказино Zero H и собрал $7 миллионов инвестиций. Однако Ким решил, что было бы неплохо поторговать на эти деньги с плечом. На просадке курса биткоина он потерял более $3,5 миллионов. Извинившись перед инвесторами, он подал в отставку. А ведь не зря говорят, что маржинальная торговля – это зло. А еще не стоит инвестировать в сомнительные проекты. Помните об этом. А на сегодня у нас все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какое событие вам запомнилось больше всего. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. Всем хорошей прибыли!